Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Мысли Тэхёна, такой красивый, что можно умереть. Девятое место. Земля вызывает Чангука. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Ну куда уж более очевидно. Седьмое место. Не глядя, на ощупь понимаешь, кто из этой кучи народу, где твой бойфренд. Шестое место. Поведение пары. А еще напомню, что в любом шоу, даже если оно изначально не о Тэйкук, эта пара перетянет одеяло на себя. Взгляд, которым ты смотришь на того, кто рядом с тобой почти всю твою сознательную жизнь, скрыть невозможно. Язык любви Чангука наглядно. Пятое место. Неважно, насколько еще раскачается Чангук и каким шкафом вернется после армии, он всегда идеально будет помещаться в объятия Тэхёна. Четвертое место. Забота. Чангук делает расслабляющий массаж, чтобы ножки Тэхёна не напрягались. Третье место. Новости. Стилист Тэхёна в Инстаграм. Он заботится обо мне каждый раз, когда меняются времена года. Тэхён отправил в подарок полный ящик мускатного винограда сорта Shine, одного из самых дорогих видов винограда. Лицо Чангука, когда подарили не какие-то там игрушки, а еду.
Джейк из Энхипен упомянул в документальном фильме о том, что Тэхён приглашал участников группы на ужин, во время которого смог дать им парочку советов, как выступать на сцене и справляться со стрессами в жизни айдолов. Джейк, как чувствовать себя на сцене легко? Как забывать о своих ошибках? Тэхён ответил: «Это не последнее твое выступление, и после этих слов я успокоился и понял, что должен просто наслаждаться моментом». Я так скучаю по нему. Фанаты КРОР все еще переживают шок и разочарование после оглашения списка номинаций. Несмотря на то, что эти артисты были представлены на рассмотрение и имеют множество хитов, поп-исполнители, как ни странно, в этом году не были номинированы на Грэмми. Вот несколько комментариев от пользователей. Что-то невероятно неправильное в организации, которая снова и снова номинирует одних и тех же 5 артистов, несмотря на успех других артистов по всему миру. Честно говоря, я думал, что песни Чангука точно получат множество номинаций на премию Грэмми. Seven от Чангука – самая популярная песня, выпущенная в течение периода отбора, и единственная песня, набравшая более 2 миллиардов, но не получившая ни одной номинации. Standing Next to You тоже заслужила Грэмми. Его неумелый лейбл не приложил никаких усилий для грамотной подачи материала. Он заслуживал лучшего. Friends была представлена не в той категории. Она была представлена в поп, а это был R&B. Если бы они были представлены в правильной категории, я уверен, что они были бы номинированы и даже выиграли бы. В прошлом году компания сделала то же самое с Лайоува. На мой чисто субъективный взгляд, Грэмми уже давно потеряла свою актуальность и как премия переоценена. Когда-то это было да, сейчас помойка. Единственный момент, связанный с Грэмми, который для меня приятен, это вот этот выход парней в 2020 году. Даже местные сходили с ума по Тэйкук и постоянно спрашивали, встречаются ли они. Винил Чангука Golden разошелся самым большим количеством тиража в первый день продаж винилового альбома – 80 тысяч, превзойдя предыдущего рекордсмена BTS Love Yourself Tear – 61 тысяча. Это самые большие продажи винила в истории Хэнтиоу. Победить BTS могут только сами BTS. Как может кто-то выглядеть так прекрасно в реальной жизни? Число подписавших петицию о лишении хайп статуса крупной корпорации достигло 100%. Эту петицию могут подписать только граждане Южной Кореи. Более 50 тысяч граждан Кореи подписали эту петицию всего за 9 дней. Многое говорит о том, что они думают о хайп. Похоже, она стала самой негативно обсуждаемой развлекательной кампанией. Петиция в Голубой палате с требованием лишить компанию хайп звания ведущей компании и рабочего места, присвоенного Министерством занятости и труда Южной Кореи, превысила 50 000 подписей по состоянию на сегодняшний день. Это означает, что петиция набрала необходимое количество подписей для передачи в качестве предмета оценки, и вопрос будет рассмотрен Комитетом по окружающей среде и труду Национального собрания. Каждый год
Министерство занятости и труда определяет 100 компаний в качестве ведущих компаний и рабочих мест, представляющих каждую отрасль труда в Южной Корее. В этом году в список попали и Hype, и Weavers Company. Однако после того, как участница группы New Jeans, Хани, появилась на проверке Национального собрания, состоявшейся 15 октября, где Idol дала показания о случае дискриминации на рабочем месте в Hype. Вопрос об исключении Hype из списка ведущих компаний этого года был предложен членам собрания Парк Хон Би. Однако, согласно петиции Голубого дома, Министерство занятости и труда до сих пор не приступило к официальной оценке. Петиция Голубого дома также утверждает, что подобный случай исключения компании из списка ведущих компаний произошел в апреле 2022 года и призывает Национальное собрание принять меры в отношении Hype. Тэхён – самый настоящий принц. Объявление о публикации книги Чангука о его путешествии в качестве мировой поп-иконы. Известная американская издательская компания Simon & Schuster выпустит книгу о Чангуке. Книга называется «Значение Чангука» и имеет подзаголовок «Триумф BTS и становление мировой суперзвезды». Книга посвящена самому младшему участнику и исследует, как он стал мировой иконой. Согласно вводной странице книги издателя, «Значение Чангука» анализирует различные факторы, которые привели к успеху Чангука, описывая его путь от отправной точки в Пусане до его восхождения к мировой славе. В частности, автор выделяет усилия Чангука, помещая в более широкий культурный и исторический контекст индустрии кей-поп, интернет-культуры и его фандома фанатов. Книга представляет Чангука как человека, который соответствует корейским стандартам красоты, но при этом обладает обратной красотой с пирсингом и татуировками. Это говорит о том, что он не просто кумир, а утверждает себя как человек, переопределяющий различные стандарты красоты в современном обществе. Автор подчеркивает, что успех Чангука не случайный. Рождению корейской суперзвезды способствовали многие факторы, такие как талант, подготовка, обаяние в живых выступлениях. Ожидается, что эта книга получит большой отклик у поклонников Чангука и читателей, интересующихся кей-поп. Автор Моника Ким – талантливый человек, 5 лет проработавшая старшим редактором новостей моды в американском Vogue, и это ее первая книга. Через историю Чангука она планирует донести до читателей глобальное влияние кей-поп и истории, скрытые за ним. Будучи самым молодым участником группы, Чангук играет значительную роль в музыке и выступлениях группы, а его индивидуальное обаяние и талант очень любимы фанатами по всему миру. Публикация этой книги станет важной возможностью пролить свет на то, как он превратился в мировую поп-звезду. Чангук, твои глаза давно обо всем нам рассказали. Этот жанр – тэйкук. А ну-ка, глазки все быстренько вверх подняли.
Мы с вами живем лучшую жизнь, верно? Феминная сущность Тэхёна частенько пробивается наружу. Обожаю эту дуальность Тэхёна. Моменты с эфиров Чанбука, к которым я эмоционально привязан. Буквально всегда, Тэхён. Я тут прицеплюсь чуточку, ладно? Вы только вдумайтесь, что между этими кадрами разница в 7 лет. Язык любви Тэхёна наглядно. Рассадите их, я не могу уже. Его идеальная талия. Даже его тень идеальна, медиа о Тэхёне.
Тэхён сказал: «Я обо всем позабочусь». Его все. Голден Макне талантлив во всем. Неповторимый стиль Тэхёна. Сколько радости они дарят друг другу. Извините, я не выдерживаю. Его крошечные и хаотичные танцы. Это так эстетично. Самый красивый. Эволюция Чангука и Тэхёна. Чангук буквально олицетворение слова «очарован». Просто хочу напомнить,
что эти персонажи улицы Сезам, Берт и Эрни, Влас и Еник, если угодно, являются каноничной гей-парой, по словам сценариста шоу. Громче, ребята, громче. Чангук на этом видео такой бойфренд. Все еще не верится, что Инстаграм Тэхёна реален. Этот сумасшедший мужчина буквально запостил туда фото коллекции своих плюшевых игрушек и собрал более 14 миллионов лайков. Айдол айдолов. Все люди любят Тэхёна. Его зрительный контакт с камерой сводит меня с ума. Эти фото как тот самый тренд в ТикТок, когда вокруг все затихает, когда смотришь в глаза тому самому. Второе место. Это так интимно. Такие заботливые бойфренды всегда проверяют тонус и состояние упругости мышц друг у друга. Это взаимное влечение. Первое место. Они говорят, что Чангук всегда смотрит на того, кто говорит. Ну да, Тэхён передает им привет. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.